Аквариум 30 литров был захвачен, казалось бы, безобидными рыбками гуппи. И мы пришли его спасать. Потому что, как бы нам не нравились прекрасные рыбки гуппи, нам в этом маленьком объеме хотелось бы поселить еще каких-то либо жильцов. А какие нано-рыбки и какие растения подходят для такого объема, и кто уживется с уже присутствующими здесь гуппи, мы сейчас расскажем в видео дальше. Меня зовут Сергей, это канал Flomals, и здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными, и не только. Гуппи очень приятные и классные рыбки, они нам нравятся, они красочные, они приятно плавают в аквариуме, за ними интересно наблюдать. Но, как я говорил раньше, нам хотелось бы еще других жильцов. А гуппи, это вот, как бы вам сказать, это такие рыбки, будьте к этому готовы, что они маниакально размножаются, их становится очень много и очень быстро. Нам это не очень нравится, какое-то получается перенаселение аквариума. А вы как к этому относитесь? Поделитесь своим мнением по этому поводу и обязательно подписывайтесь на наш канал. Как я и говорил, мы сейчас заселим новых жильцов. Кто это будет, мы сейчас все покажем. А сейчас хочется сказать, что для них надо освободить место. Поэтому мы уберем немножко отсюда гуппи, освободив пространство. И с кого же мы начнем? А начнем мы, конечно же, с креветок вишни. Здесь они уже были. И, как я говорил в видео раньше, можно посмотреть, перейдя по ссылочке, это видео. Там остался где-то вот креветосик один, он там прячется в кустах, но один в поле не воин, поэтому мы купили ему подкрепление. Вот небольшой пакетик, в котором сидит 15 штучек, ну, по крайней мере, так нам продавец заявил. Сейчас мы сравняем воду, то есть отрегулируем поточек, поток будет капать маленькими капельками к ним в пакет с нашего аквариума, выровняется температура потихонечку и выровняются параметры воды. И после этого мы их запустим к нам в аквариум. Вот мы их заселили, они чувствуют себя хорошо, но я не успел снять очень такой интересный момент, с которым мне очень хочется с вами поделиться. В какой-то момент, когда я наблюдал за аквариумом, как креветки обосновываются, вот только я их прям запустил, и они еще прям вот в таком шоке присутствовали. И одна прям креветочка, она была еще в пакете, бледная такая, и чувствовала себя очень плохо. И гуппи, и на нее напали и просто разорвали ее и съели. Для меня это был шок, и вы не ослышались, действительно, гуппи съели креветку, и она была не маленькая, то есть они ее прям разорвали пополам и съели. Кто-нибудь видел такое хоть раз? Поделитесь своим вот ощущением. Какое ощущение? Кто-нибудь вообще такое наблюдал в своем аквариуме? Просто мне очень интересно. Я был в шоке. Конечно, я понимаю, что гуппи хищники, и они едят там живой корм, но креветка это все-таки большая. Да, она была слабая, и это, быстрее надо сюда сажать растения, чтобы у креветок был шанс спрятаться от этих кровожадных гуппи. Мы не просто так закидываем в наш аквариум 30-литровый креветок. Мало того, что они маленькие и прекрасно смотрятся в данном аквариуме, в маленьком объеме, но еще и они очень классно чистят аквариум, то есть они прекрасные помощники, они собирают несъеденный корм со дна, они очищают от водорослей растения, то есть, это прям вот, как бы сказать, классно-классно. То есть креветочки – это обязательная покупочка в наноаквариум, для нас. А вы посмотрите, как для себя. Тем более гуппи, да, был случай, что они съели одну креветку, как я говорил. Но такого я вот больше не видел, когда наблюдал. И до этого я этого ни раз не видел. То есть это вот какой-то, видимо, какая-то случайность. И съели, надо отметить, это вот две очень взрослые самки гуппи. То есть они очень большие были. Кто еще подходит для наноаквариума, для 30 литров, какие рыбки? Сейчас мы вам покажем. Вот в пакетике их не видно, но мы их сейчас выльем, и вы увидите, как они вместе будут уживаться и как они вместе сосуществуют в данном объеме. Так же, как и креветочек, мы сначала ставим их под систему. Я приспособил систему, чтобы она потихоньку капала в пакет с рыбками, с новыми, и выравнивались параметры воды нашего аквариума в той, в которой мы их привезли. А следующая рыбка у нас – это коридорос пигмей. Я очень хотел сомиков пигмеев в наш аквариум. Они маленькие, они собирают со дна, они тоже как креветки, то есть помогают в очистке аквариума.
также они прекрасно смотрятся в аквариуме. Я не хотел больших каких-то коридоров, они все роют, и в маленьком объеме они просто наведут беспорядок, они наоборот, то есть наоборот помешают, наоборот сделают хуже. А пигмейчики, ну это просто великолепие. Надо отметить, что мне пришлось за ними побегать, прежде чем найти. И, соответственно, наш совет – пигмей. Коридор с пигмеей. Это помощники, это прекрасные рыбки. Советуем в такие объемы. Какая еще одна рыбка присоединяется в наш аквариум? Бадис красный скарлет. И если честно, я пошел искать другую рыбку. И, в принципе, нашел. И хотел уже взять именно ту, которую выбрал. Я обязательно покажу вам ее в следующих видео. Подписывайтесь, какую я еще хотел рыбку. Но увидел этих красавчиков. Как они прекрасны. Они переливаются красками. Сейчас их вот мы выльем, и они, естественно, в стрессе. Но мы в конце видео покажем, как они выглядят в своих красках. Понятно, сейчас они под стрессом. Но как они плавали. Это переливаются всеми красками. Ну, красота, красота. И размер маленький для наноаквариума, ну, прям конфеточка, прям вот классно. Что хочется сказать по растениям? Ну, для начала мы поправим то растение, которое у нас уже здесь есть. Это гидрофильчик, гидрофила. Вот можно заметить, что она стоит на переднем плане и в очень плохом состоянии. На заднем плане, причем, она выглядит гораздо лучше. А здесь спереди она пожухла. Понятно, по причинам каким, но неважно. Мы ее сейчас отстрижем под корень. Возможно, что она пойдет от корешка новым отростком. Если нет, то мы его попозже выдернем. Вот видите, как он выглядит. Ну, вот один хороший кустик, вот прям прекрасный. А второй, который ответвление, после, видно, стрижки, тоже вот он как-то пошел. Мы его просто отстрижем и выбросим. И я советую вам делать так же. Следите за передним планом и убирайте эти некрасивые. Не жалейте. Выбрасывайте. Зачем это нужно, держать такую некрасивую травку у себя в аквариуме? А эту посадим обратно, подкинем под корешок удобрений, чтобы она еще лучше пошла в рост. И все прекрасно. И следующую травку, которую мы здесь посадим, это эхинодорус нежный. Мы возьмем его из аквариума, который у нас потерпел не то что неудачу, а который у нас проблематичный. Он лопнул, треснул, у него сломался фильтр. Об этом я рассказывал ранее в предыдущем ролике. Посмотрите, перейдя по ссылке. Он тоже очень интересный. Там мы жалуемся на наши проблемы. Здесь мы его немножко выдернем. Вот как вы можете видеть, он хорошо здесь разросся. И мы его тихонечко убираем, стараемся не разнести муть по всему аквариуму. Мне нравится эта почвопокровка. Вот столько мы набрали. Это хороший улов, скажем так. И вот высаживаем на передний план. Очень хорошо здесь будет он смотреться. Прекрасное укрытие для креветок, для маленьких рыбок, мальков. Нам очень нравилось это растение, как оно смотрелось в нашем 180-литровом аквариуме. И я думаю, что здесь оно будет смотреться нисколько не хуже, а может быть даже лучше. Ну, то есть это замечательное растение. Почва очень хорошо здесь заилилась уже, поэтому питательных веществ, я думаю, будет хватать для этой почвопокровки. Надеюсь, эта почвопокровка разрастется и покроет таким ковром, как мы и хотели. Мы об этом даже рассказывали в некоторых видео, которые у нас уже на канале. Можно посмотреть их, перейдя по ссылке. Что еще хочется сказать? Очень надеемся, что он разрастется очень плотным ковром. Креветки будут там прятаться от гуппи. И жизнь будет спокойная и размеренная в нашем аквариуме. На данном этапе, скорее всего, все. Не хотим перегружать наш аквариум большими изменениями, потому что баланс, он в аквариуме, он такая шаткая вещь, которую и так нам тяжело удается держать, и, как вы можете увидеть, не особо получается. Поэтому
пока мы остановимся, вот эти рыбки, вот эти растения мы оставим и не будем никого пока добавлять. Последим, посмотрим, как будет развиваться взаимоотношения рыбок, креветок, как пойдут и будут себя чувствовать растения, как все это вместе будет расти и жить. А пока мы будем подменивать водичку 50%, добавлять, как мы и делали, удобрения после подмены, и больше ничего. Пусть биобаланс и рыбки, пусть все здесь наладится. Любите природу. Всем всего хорошего.